вам было одобрено повышение до ранга сержанта. О, сержанта? Все вместе! Шеф, выходи! Шеф, выходи! Ща будет. О, дамы и господа, миссия выполнена, Тадмавриэль мертв. Скажу честно, наверное, впервые за весь сезон, нет, даже так, за все сезоны я так сильно привязался к злодею, что теперь, когда я знаю исход Тадмавриэля, мне как будто более симпатизировала бесконечная вражда, нежели некогда ожидаемая победа. Как там говорится, грустно, но вкусно. И интересно, что мне скажет организация на исполнение такого сложного задания. Смотрим. Всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы победили. Мы молодцы. Да, бесконечно гонять тему нашей фееричной победы я не собираюсь, но констатирую два факта. Первое, Тадмавриэль погиб, и второе, с него выпала маска Эграселя. Напомню, Эграсель сын Тадмавриэля, и кажется, отцу эта маска была очень даже дорога. Иначе зачем постоянно носить ее с собой? Прямо сейчас мне очень интересно узнать, что организация скажет на исполнение задания. Неужели для меня это ого-го, а для них, ну убили и убили, чё бухтеть-то? Молодцы, задание выполнено. Скажу честно, я как Рома, не знаю, заметно это или нет, чувствую какую-то пустоту. Я так долго хотел одолеть отца, что когда это произошло, от меня как будто кусок оторвали. Мне казалось, что его смерть принесет какое-то решение, новое знание, но по факту это просто минус говнюк. Давайте, наверное, как-то без потрясений. Мне правда хочется провести это время сейчас спокойно, как-то поразмыслить насчет этого. И туман смотрящего, давай вот сюда. Номер 2 из 10. Эфемерность. Безликая улыбка смотрящего выражает одобрение. Это намек, что я делаю все правильно? Значит, уточку мы тоже поставим, прочитаем. Статистически шанс быть атакованным уткой крайне мал, но никогда не равен нулю. Окей, спасибо. Я убил Тадмавриэля. Я убил Тадмавриэля. Просто в голове не укладывается. Я буквально не могу это осознать. И вот вроде бы месть за Играсу и за Архей свершилась, но я ничего не чувствую. Только какое-то опустошение. Вот, да, у меня то же самое, буквально то же самое. Так, что за уведомление? Секретарь отдела исполнения решений. Закрытие ветки. Вниманию сотрудников отдела исполнения решений. Сообщаем о том, что линия... это моя линия, кстати. Была закрыта. В связи с этим и согласно традиции нашего отдела объявляется продленный обеденный перерыв с 500 до 650 метра данного километра. В вагоне-столовой всех штурмовиков будет ждать комплиментарное угощение от шеф-повара. Опа! Мы наконец узнаем, кто это. Средства за комплиментарное угощение будут списаны, бла-бла-бла. Так, погоди! Еще раз, линия закрыта. А что насчет Вальдхара? Как она могла быть закрыта? Это же моя ветка! Но как? Как она может быть закрыта, если там остался Вальдхар? Черт, неужели... Нет. Ликвидировать его точно не могли. Рано паниковать. Надо поговорить с Малецки, да. О, это хорошо, что ты сам об этом сказал. Вальдхар, я вот тоже не понимаю, как могли линию-то закрыть. И еще я, знаете, хочу пальцем в небо тыкнуть. Шеф-повар. Если мы когда-нибудь увидим его, то, опять же, пальцем в небо, мне кажется, что это Сдерик, который еще Седрик и который еще раз Седрик. Если он появится 4-й раз в сезонах, я прям не удивлюсь. И если он появится, я напомню, кто это, потому что у него такая необычная судьба. А если не появится, забейте. Так, ладно, выходим из кровати, Малецкий. Я знаю, что это его кровать, но зайти не могу. Блин, написать при этом тоже не могу. Не печатается. В вагоне-столовой будет ждать комплиментарное угощение. Точно! Вагон-столовой, приветики. О, я вижу какой-то стол. Эгэгэй, всем привет. Так, и чё, какое угощение? Пока, наверное, готовят. О, да, спустя 1000 лет Малецкий наконец-то найден. Эй, друзья, привет. Опа! А вот и мой любимый напарничек. Хе-хе. Эй, привет, Лолошка. Привет, Эрик. Каспер, слушай... Погоди, Ло,
ты получил сообщение об обеденном перерыве? Да, получил, но... О, наконец-то наш шеф-повар вышел с больничного. Так что торт в этот раз будет отпадный. Эй, Эрик, да ладно тебе. У Алана тоже были нормальные. Ну да, прости, я не в этом смысле. А, да. Эрик. Что? Кацпер, у меня к тебе срочный разговор. Слушай, Эрик, прости, пожалуйста. Можно мы наедине поговорим? Да, конечно. Да, пока тогда. Пока, Малецкий. Увидимся в столовой. Спасибо. Эй, Ло, ты все еще какой-то странный. Это что, задание так повлияло на тебя, да? Хотя, блин, ты так много километров им занимался в одиночку, к тому же цель тяжелая, нестандартная, да еще и ветка твоя. Блин, а не сходить ли тебе в психотерапевтический вагон, а? Да нет, Кацпер, спасибо. Ну ладно. Меня всего лишь волнуют некоторые вопросы, которые я бы хотел задать тебе. Ну, давай, валяй, задавай. Если моя ветка стерта, это что значит? Что там не осталось выживших, правильно? Ну, естественно, Ло. Ну, блин, неужели я так плохо тебя обучил, что ты не знаешь такой базы? Не, я просто хотел убедиться, Малецкий. Скажи, можно ли закрыть ветку, если там остались выжившие? Ой, блин. Нет, все-таки фиговый из меня наставник. Ло, конечно, нельзя закрыть такую ветку. Ветку становится возможно закрыть только в том случае, если она полностью зачищена. Угу. А что вообще означает закрыть ветку? Да ты чё, Ло? Ты вообще инструктаж, что ли, не слушал? Если ветку закрыли, она перестает существовать. Да, это я тоже помню, но в смысле перестает существовать? В прямом. Она просто исчезает. Ага, и туда больше не переместиться, да? Ну так, как ты переместишься в ветку, которая больше не существует? Ну действительно. Эй, Ло, с тобой точно все в порядке? Да, Кацпер, прости за такие вопросы. Ты прав. Это задание очень сильно меня вымотало. Ну, понимаю. Бывают и такие задания, да. Ты иди лучше отдохни, поспи, может, немного. Нам еще закрытие ветки отмечать вообще-то. Я тебя позову, так что можешь за дистанцией не следить. Просто отдыхай. Хорошо, спасибо, Кацпер. Давай. Давай, пока. Да что ж это за бред-то такой, а? Про Вальдхара точно никто не знал. В Синклите были уверены, что он уже мертв. Но если Вальдхар жив, ветка не может быть закрыта. При этом они говорят, что закрыли ветку. Но такого же быть не может! Тут явная несостыковка. Вывод напрашивается только один. Да, организация опять врет своим сотрудникам. По крайней мере, я надеюсь, что это правильный вывод. Ой. Да, приятель, тебе бы в психотерапевтический вагон сходить. Да нет, я просто... Ты мне проход загораживаешь. Ой, да, прости. Блин, это забавно. Короче, если Вальдхар жив, ветка не может быть закрыта. При этом они говорят, что закрыли ветку. Тут явная несостыковка. Интересно, блин. А может быть, ветки на самом деле невозможно закрыть? И там просто никого? И организация правда так считает? Понятно, что здесь скрыт более глубокий смысл, но я не могу понять, а чё с Вальдхаром-то? Ну то есть вопрос-то никуда не исчез? Обязательно разберемся, а сейчас я напомню. Уже очень долгое время я хочу прокачать гены выживаемости. Точнее, открыть. Контроль дематериализации тела. Разблокирует гены выживаемости. Требования все есть, остается только 5 очков. У меня 1. Окей, мне нужен опыт. Вагон тренировка, поехали! Привет, штанга. Привет, коэффициент 2,5. И... Лолошка куда-то пропал. Это что такое? Ладно, в любом случае, главное, чтобы опыт дали. Вроде как уже нормально. И 8800... Блин, это мало, это очень мало. Давай-ка, наверное, еще раз. Могу, наверное, да? И Лолошка опять куда-то пропал. Ну ладно, это не так важно. Главное, опыт. О, в этот раз быстрее. И сейчас у меня будет 11300. Наверное, самый лучший способ добыть опыт — это паркур. 3-й уровень. Поехали. Красивый переход. И да, вот этот паркур мы еще не проходили. Сейчас как-нибудь быстро все это сделаем, ребят, не волнуйтесь. Я своего рода профессионал.
Ой, так это было так просто! 4-й уровень перейти. Ну-ка, сейчас у меня 11300 опыта. Мы телепортируемся. 27. Да, слушайте, это прям неплохо. За паркур прям много дают. И, о, тихо! Тихо, не падать, не падать. А, нет, не падать! Господи! О, боже! Страшно! О, я прошел 5-й уровень. Да, кормите меня опытом, кормите. Я очень надеюсь, что здесь много уровней. Сейчас у меня будет, наверное, 40 тысяч. 49 тысяч, вау. Ладно, в любом случае, Синклит, возвращаемся. О, на меня сразу одежда надевается. И да, я могу за 900 синкоинов заново перейти на 5-й уровень. Сейчас делать я этого не буду, но мы по-любому прокачаемся. Быстро планшет. Перед тем, как идти в стационар, мы сразу зайдем... В сад? Ух ты, что? Административная дирекция, тема повышение? Уважаемый агент Лолошка. Рады сообщить вам о том, что благодаря вашему упорному труду во имя цели организации по спасению всего пространственно-временного континуума, а также вследствие применения вами инновационных методов при выполнении заданий, вам было одобрено повышение до ранга сержанта. О, сержанта? Ладно, продолжай. Начиная с данного километра, коэффициент, по которому рассчитывается ваша заработная плата, будет увеличен на 0,5, а также будет выплачена разовая премия за успехи в трудовой деятельности. Также вам были начислены дополнительные очки организации. Поздравляем! Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение. Вау, я... сержант. Погоди, еще раз. Мой профиль, стаж 27, очки организации 38. Отдел исполнения решений. Неожиданно. И премия сразу пришла. Теперь я могу тратить ее на что угодно, а не копить на покупку скинта для Тадмавриэля. О, кстати, это тоже правда. Но я... Короче, чё я сюда пришел-то? Напомню, нам нужны вот эти очки генома, 5 штуковин. А для этого можно использовать и кустарные методы. Привет. Поздравляю, мы собрали целую коллекцию. Коллекция споры. Забираем. И это та самая, которая мне очень нужна. Очко генома. Также нам дадут 10 тысяч опыта. Приобретаем. Все. 59 тысяч опыта уже, обалдеть. Наверное, я могу прокачать что-то, чего у меня мало. Живучесть. О, увеличивает здоровье. Давай, 1, 2, 3, 4, 5. Повышение. Угу. Еще очко генома. Осталось 9 тысяч опыта, но по идее сейчас у меня 3 очка. Пойдем проверим. Здрасте, аппарат. Да, 3 очка генома. Я напомню, когда мы откроем гены выживаемости, у меня откроется ген, который позволяет быстрее ходить. То есть я буду где-то в 2 раза быстрее. А учитывая эту огромную организацию, мне это только... на руку. Ух ты. Привет, сообщение. Кацпар Малецкий, тема праздник. Эй, Лулошка, ты где? Я же сказал, отдыхай, я приду за тобой. А тебя в койке нет и нет. Опять шатаешься где-то, да? Приходи в столовую, перерыв начнется через пару метров. А, окей, а шо ты на меня кричишь-то? Ну немножко покачался я. Так, вагон столовая, погнали! А ну, покажите мне. Ой, здравствуйте. Что тут у вас? О, Эрик, Дорин, Малецкий. О, Лолошка, еще раз привет. Ну слава Синклиту, а то я уже думал идти искать тебя. Значит, можно начинать. Дорогие коллеги, наконец наступил этот километр. Ветка, которая приносила нам кучу проблем, которую не могли зачистить даже самые опытные штурмовики в Синклите. Эй, вообще-то старались. То, понимаешь ли, там обнаруживается существо, которое нашло способ защититься от времени, которое еще и оказывается самым бессмертным из всех существ. То обнаруживается более или менее смертное, но очень хитрое существо, которое постоянно обводит нас вокруг пальца. Не будем показывать на него пальцем. Малецкий. И вот оно, наконец наш сплоченный отдел справился! В первую очередь, благодаря нашему новичку Лолошке, который был по этой причине произведен в сержанты! Похлопаем! Молодец! Красавчик! Итак, дорогие мои штурмовики, объявляю самую сложную за последние циклы ветку зачищенной! Наконец! Не забудьте поблагодарить нашего замечательного шефа за угощение! А теперь налетай! О, какая речь!
Вау. Погоди, что это наверху? А, это пушка. Тут уже все наши расселись, все кушают. Скример, боже, что с тобой? О, я могу поговорить. Эй, привет, Скример. Ну здравствуй, коллега. Знаешь, удивительно, конечно. Тебя уже повысили до сержанта, а я все еще в ранге рядового. При том, что я сильно превосхожу тебя практически по всем параметрам. А мне напомнить тебе, как я дважды победил тебя в бою? Что? Ну, в рукопашном и в дальнем, помнишь? Не напоминай, я и так это помню. Я считаю, что ты достоин этого нового призвания. Поздравляю. Спасибо, Ну я... знаешь что? Я уверен, что за этот цикл добьюсь звания выше твоего. О, ну конечно. Не обманывай себя, может быть. А знаешь, я тоже в этом уверен, Скример. Что? О, и кстати, пока не забыл, вопрос. Ты был когда-нибудь в вагоне-рынке? Нет, конечно. Мне, как благородному воину, противно подобное торгашество. Но я бы на твоем месте сходил туда. Чего? Это еще зачем? Ты хочешь развратить мою душу самурая этими Да твоими... нет же, Скример. Там просто другой представитель твоего вида работает. Что? Другой Громкааратрокс? Не может быть, Да, это... я рассказал ему о тебе, и он хочет познакомиться. Ну, знаешь ли, меня это не интересует. Да, я знаю, не интересует. Все Громкааратроксы невыносимы, кроме тебя. Ну, вообще-то да, именно. Ладно, прости, что зря потратил твои метры. Подожди, а этот Громкааратрокс, он в каком отделе работает? Мне это так-то не интересно, я просто хочу знать, кого избегать. Он кристаллы продает. Его зовут Еллер. Понятно. Спасибо за предупреждение. А я, наверное, пойду тогда. Глупые праздники меня не интересуют. Эй, ты чего? Даже торт не поешь? Я вообще-то слежу за фигурой. Я воин. По-любому пошел к Еллеру. Или как там, подожди, как зовут? Да, его зовут Еллер. Тут я могу с кем-то... Нет. А Малецкий, слушай, тоже не поговорим? О, Реджинальд. Поговорить. Это ты отравил мой торт, да? Я так понимаю, к психотерапевту ты не сходил, да? А вот это тебя не касается. Ты хочешь сказать, что ты торт не будешь? О, так ты еще из-за дурака меня держишь. Кто будет есть отравленный торт? Сам его ешь. Да кто ж тебе его отравил-то? Ну давай. И че не ешь? Да ем, вот, смотри. Видишь? Я съел. Думаешь, поверю в твои фокусы? С дороги. Да уж. Тебе бы реально в больничку, чувак. У тебя прям с башкой вообще не в порядке. О, Реджинальд ушел. А его теперь можно поговорить, офигеть. Эй, Ло, тортика хочешь? Тортик, конечно же, хочу. Ой, куда это меня? О, что? Слушай, ну давай. Все? О, могу еще поговорить? Да, еще хочу тортика. Спасибо. И еще поговорить могу? Да, давай еще, конечно. Сюда! И еще поговорить! Ладно, все, мне не нужен тортик, спасибо. Кусок торта от шефа. Божественный торт с прослойкой из тонизирующего антигравитационного мусса. Выглядит забавно, прикольно, но если я сержант, у меня же теперь получается больше доступа, да? Я теперь типа крутой? Просто ладно, когда рядовой просил доступа и все такое. Но теперь-то, блин, я и сам могу, да, Малецкий? Ну чё, как тебе тортик? Это нереально вкусно, Малецкий. Само собой. Это же наш любимый шеф постарался. Только вот он на кухню ушел и так и не вернулся. Эй, ребятки! Да? А давайте позовем нашего шефа! Все вместе! Шеф, Шеф, выходи! Шеф, выходи! Выходи! Ща будет. О, Эй, шеф! Спасибо за офигенный торт! Спасибо за офигенный торт! Ну что вы? я знал, что это вы. Я знал, ну конечно. Я просто, понимаете, столько намекать на то, что здесь крутой повар, и не реализовать с Дерека, ну это такое упущение. Знаете, единственное, что меня смущает, он же парадокс. Если об этом ничего не будет сказано, то это какое-то упущение. Потому что я не воспринимаю с Дерека как не парадокс. Вот если прям коротко. Давай подойдем, наверное. Ребят, правда рад, что вам понравилось. Эй, не хочешь пойти познакомиться с шефом? Окей. Привет, Сдерик.
Интересно, он меня узнает? Как я воспринимаю сезоны? Вот если я вспоминаю вообще все, что было до этого, Сдерик меня должен узнать. Потому что это мой парадокс, буквально мой. Ну-ка, привет. Хотите еще кусок? Ложка? О, сюда! Реально. Так это точно, реально ты! Ложка, ты не представляешь, как я рад тебя видеть! Сдерик. О, я боялся, что ты меня не узнаешь. Да как я могу тебя не узнать, Сдерик? Да, знаешь ли, от вселенной чего угодно можно ожидать. И то верно. Но, стоп, подожди. Сдерик, что ты здесь делаешь? Как видишь, поваром работаю. Но ладно, я понимаю, вопрос не об этом. Если честно, я сам не понял, что случилось, Ложка. Помню, что тот странный человек, вывалившийся из портала, который выглядел совсем как ты, кстати. Только шарф и очки были красные. Его вроде Джон звали, да? Я помню, как он пожал мне руку. И тогда я ощутил адскую, невыносимую боль. О, наверное, для всех тогда это выглядело так, будто я исчез, как все остальные парадоксы. Ну, то есть, проще говоря, умер. Сначала я подумал, что больше не существую, а потом выяснилось, что та адская боль была болью отвязки от времени. Как мне объяснили потом, организация тайно следила за мной, потому что искала нового повара, лучшего во всех вселенных. К тому же организация хотела провести эксперимент, получится ли отвязать от времени временной парадокс. О. Опа! Все-таки да! То есть ты сам знаешь, что ты временной парадокс. И знаете, меня смущает вот эта фраза сейчас сразу. Организация тайно следила за мной, потому что искала нового повара. Сдерик, у меня ощущение, что она не за тобой следила, за мной. И я уже понял, что организации важен я. Но в целом, тебе я об этом не скажу. Ну, вот как-то так. Они уже знали, что эта ветка все равно будет стерта. И меня отвязали за доли секунды до того, как я исчез. Как видишь, эксперимент прошел на 100% успешно. И я очень рад этому. У меня есть возможности применять свои изобретения и открытия на кухне, километр за километром радовать весь Синклит вкусной едой. И мне даже дают пользоваться лабораторией. Да-да, платят отлично. Так что я наслаждаюсь каждым километром. Вау. Я очень рад это слышать, Сдерик. Угу, я тоже. И я просто нереально рад, что ты живой и в порядке, черт возьми. Ой, кстати, а что это мы стоим-то? Не хочешь пойти ко мне на кухню? Присесть? Поболтаем? Да, давай. Может, расскажешь? Да, тут очень шумно. Да, конечно, пойдем. Все, погнали. Опа, зайти на кухню дверь. Вау! О, это телепортация, нифига, вот как это выглядит. Так, ну здесь-то в целом мы уже были. Вот, я уже притащил. Садись. Хорошо. Как сесть? Все. О, Ложка, наконец-то мне довелось с тобой увидеться. Надоело уже в стационаре валяться. Точно. Ты болел, да? Ну, как сказать, не совсем. Видишь ли, я все еще являюсь парадоксом. И появился я, по сути, благодаря тебе. Поэтому мы с тобой в некотором роде связаны. Мне резко поплохело именно на том километре, когда ты появился в Синклите. О, смотри-ка, а моя догадка о том, что организации не столько Сдерик нужен был, а все, что связано с Ложкой, подтверждается. Мне резко поплохело именно на том километре, когда ты появился в Синклите. Ладно, продолжай. Да, тебя отвязали, но токсичные продукты распада времени еще долго выводятся организмом, поэтому твое присутствие в Синклите вызывало у меня жуткую тревогу и перепады давления. Но теперь уже все в порядке. Продукты распада вывелись из твоего организма, и твоя отвязка завершена. Это значит, что моя парадоксальность больше ни на что не влияет. Мы же вне времени. Вселенная может спать спокойно. А теперь, Ложка, расскажи мне, что с тобой произошло после моего исчезновения? Как ты оказался в организации? Блин, Сдерик это персонаж. Вот последний раз мы его когда видели? В сезоне 13 огней. Капец, прошло 2 настоящих года. За все это время у меня о Сдерике чисто положительные воспоминания. То есть вот 0 негатива. Рассказать Сдерику все. Наверное, я не буду ему врать. Я не буду что-то не договаривать. Я вообще все расскажу. Спустя 50 метров рассказа. Как я уже сказал, Джон был из параллельной реальности, которых существует некоторое количество.
И ни в одной из них организации не существует. О, даже так? Угу. При этом, когда организация стирает ветки в этой реальности, эти же самые ветки оказываются стерты во всех параллельных реальностях. Вау. Ага. Представляешь, сколько реальности страдает из-за деятельности организации? Я не особо понимаю, зачем они все это делают, но я сделаю все, Сдерик, чтобы в этом разобраться. Да, Лолошка. Спасибо, что рассказал мне. Я правда рад, что ты мне так доверяешь, и я ни за что не предам твое доверие. Я за тобой и в огонь, и в воду, и... да куда угодно, короче. Спасибо, Сдерик. Да уж. Не понимаю, как это я позволил им так себя одурачить. Ох, видимо, мне тут так хорошо жилось, что я даже не задумывался. Не задумывался. Ну, ну ты просто не мог знать, потому что та информация, которую я тебе рассказал, она достаточно секретная. Привет, Сдерик. Привет, Лолошка. Алан? А сколько, скажи-ка мне, метров ты уже на кухне? Ну, метров так 10. И ты все эти метры стоял и слушал все это. Я Сдерик. Вообще-то, в таких случаях нужно дать понять собеседникам, что к ним присоединилась лишняя пара ушей. Так, ребят, Стойте. Простите, я хотел это сделать, Сдерик, но я клянусь, я никому ничего не расскажу. Лолошка, ты один из очень немногих, кто отнесся ко мне так дружелюбно и помогал на кухне, и хвалил мои блюда. Так что нет, я не хочу и я не буду подставлять тебя. Но, знаете ли, вообще-то вы и сами немного виноваты. Не стоит на кухне обсуждать такие вопросы. Да, пожалуй, ты прав. Ну ты даешь, Лолошка. Алан, он же настолько нервный, что я даже не представляю, как он будет жить, скрывая такую серьезную тайну. Ой. Видимо, ты с ним очень подружился. Он бы такое даже ради меня не смог сделать. Слушай, Алан, приберешься здесь? У меня начался перерыв, так что я бы хотел сходить поиграть. О, да, конечно, Сдерик. спасибо, Алан. Лолошка, не хочешь со мной? Конечно, хочу, Сдерик. О, а ты не меняешь? Колпак там снять, вот все такое? Поговорить? Скажи, ты не против сыграть в боулинг? Я все километры в стационаре лежал и мечтал о нем. Да, конечно. Давай боулинг. О, класс. Пойдем. Пойдем. Так, нас получается что, телепортирует? Нет? Боулинг это где-то на 2-м этаже. А, ну буквально, вот оно. И, слушай, непривычно немного, что ты в колпаке. Сдерик, начать игру. О, прям сразу игра. Так, ладно. Сейчас. Оп. Нет, это очень плохой бросок. Ложка. Нет, давай правее. Сдерик, нет, я правда учился. Да ладно, тебе не вешай нос, Лолошка. В следующий раз получится лучше. А у тебя сейчас по-любому страйк будет, да? Куда? А, нет, он, ну... Да ну не, какие 9? Я крут! Так, хорошо, сейчас я понял. Тут уже немножко по-другому. Я в прошлый раз играл в боулинг, было прям иначе. И бам! Во, идеально. Давай. Полетел шарик. И это точно должен быть страйк. Сюда! Ого, Лолошка, так держать! Опять бросает Сдерик. И у него... 7. Я крут! Слабенько, слабенько. Итак, у меня 106, у него 98. Блин, последний его бросок, пожалуйста. Выбей максимум 8, лучше 7. Давай, 7. Нет! 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 Ну какие 9? Серьезно? Ну, получается, я выиграл. Может, в следующий раз тебе больше повезет, Лолошка. Сейчас, погоди-ка, у меня тут уведомление. О, блин, мой перерыв заканчивается. После моего больничного на кухне куча дел накопилось. Мне идти нужно, прости. Ты надеюсь, будешь заходить почаще. Конечно, Сдерик. О,
Все, тогда давай, пока. Пока, Сдерик. Блин, не знаю на самом деле, что чувствовать по отношению к Сдерику, потому что это персонаж, который был 2 года назад. То есть мне очевидно, что таким путем мне показали новый пазл организации и Лолошки, взаимосвязь этих двух деталей, но общаться со Сдериком как раньше... Ну, ребят, ну давайте будем честны, ну не получится. Ну я как-то охладел к нему. Телепортируемся в вагон-рынок, и прямо сейчас хочу попробовать найти Йеллера. Привет. Скримера не видел? Поговорить? Так, мне-то в целом ничего из этого не надо. Камень прокрастинации. Говорят, он обладает невероятной силой, но пользоваться им начнете завтра. Хорошо. Эхо безмолвия. Говорят, он хранит последние слова тех, кто исчез без следа. Что ж, я думал, мы застанем Скримера, но нет. Теперь в спальный вагон, далее в кровать. И теперь давайте думать, дамы и господа. Сдерик, который парадокс, и парадокс буквально Лололошкин. Появился я, по сути, благодаря тебе. Поэтому мы с тобой в некотором роде связаны. И тут появляется организация, которая именно мой Лолошкин парадокс отвязывает. Ну да. Посмотрим, что из этого выльется, пока что стало интересно. И надо бы еще понять, что с Лаей и Вальдхаром, а еще со Стеллой. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Ваша поддержка — это наилучший буст буста и мотивации. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Сдерик, мой парадокс. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.